Думали, армейский перерыв убьет их популярность. Как бы не так. BTS вернулись, чтобы переписать историю музыки. За 1 месяц они спровоцировали скандал, обрушили серверы мировых платформ и заставили президента другой страны просить об одолжении. Что скрывает их новая эра? Досмотрите до конца. Воссоединение на исторической площади. 21 марта состоялось событие, которого фанаты со всего мира ждали, затаив дыхание. Группа BTS устроила невероятное по масштабам шоу под названием BTS The Comeback Live. И самое главное, это произошло на исторической площади Кванхвамон в самом сердце Сеула. Это было их первое полноценное воссоединение после долгого перерыва на военную службу. Энергетика на площади была просто сумасшедшей, ведь там собралось более 260 тысяч преданных фанатов армии. Никаких билетов и ограничений, только чистая музыкальная магия и грандиозное возвращение легендарной семерки. Для тех, кто не смог приехать в Южную Корею, трансляцию этого концерта в прямом эфире вел гигант Netflix, показывая шоу на весь мир. Кульминацией незабываемого вечера стала очень трогательная речь Шуги. Стоя на сцене, он искренне признался, как важно и символично для каждого участника группы находиться именно в этом историческом месте после всех испытаний. Парни наглядно доказали, что их невероятная связь с фанатами стала только крепче, а долгожданное возвращение на сцену – это начало совершенно новой, еще более мощной главы. Этот вечер навсегда вписан в историю как самый громкий камбэк. Исторические рекорды альбома «Ариран». 20 марта состоялся релиз 5-го студийного альбома под названием «Ариран», который мгновенно сломал все привычные стандарты музыкальной индустрии. Это возвращение стало самым крупным и мощным дебютом текущего десятилетия для мужских артистов во всем мире. Цифры продаж и прослушиваний просто поражают воображение. Только за первый день было продано более 4 миллионов физических копий пластинки. Влияние группы оказалось настолько колоссальным, что они без труда оккупировали все топ-10 мест в глобальном чарте Billboard. На платформе Apple Music их новые треки возглавили рейтинги одновременно в 115 странах, что является абсолютным феноменом. У себя на родине парни тоже не оставили конкурентам ни единого шанса, забрав сразу 10 корон в престижном национальном рейтинге Circle Chart всего за 1 неделю. Музыкальные критики и профильные издания в один голос заявляют, что BTS вышли на совершенно новый, недосягаемый уровень популярности. Этот невероятный коммерческий успех полностью разрушил любые сомнения скептиков относительно того, смогут ли артисты сохранить свои позиции после паузы. Альбом «Ариран» доказал, что мировое доминирование южнокорейского феномена только усиливается с каждым годом, сметая конкурентов. Провал хейтеров и несокрушимая сила армии. Прямо перед долгожданным камбэком интернет взорвался от массированной и хорошо спланированной атаки. Огромное количество фальшивых аккаунтов и организованных групп хейтеров начали массово распространять грязные слухи и негативные комментарии, пытаясь любыми способами сорвать этот громкий релиз. Их главной целью было создать иллюзию того, что группа потеряла народную любовь и больше не интересна публике. Однако они совершили фатальную ошибку, недооценив мощь и сплоченность настоящего фандома. Преданные поклонники армии сработали как идеальный и слаженный механизм защиты. Фанаты моментально объединили свои усилия, чтобы оперативно зачистить социальные сети от потока фейковой информации. Они массово выводили позитивные тренды в мировые топы, блокировали злоумышленников и активно поддерживали парней в корейских средствах массовой информации. Они публично заявили, что 2-я глава в истории BTS будет успешной несмотря ни на что. И они сдержали свое слово. Хейтеры были полностью и унизительно разгромлены фантастическими цифрами продаж и миллиардными прослушиваниями. Эта ситуация в очередной раз продемонстрировала, что связь между артистами и их фанатами образует настоящий непробиваемый щит, который невозможно разрушить. Закулисье возвращения в документальном фильме. В конце марта на популярной стриминговой платформе Netflix состоялась долгожданная премьера документального фильма под названием BTS The Return. Этот масштабный проект позволил преданным фанатам заглянуть за закрытые двери и увидеть весь сложный процесс подготовки к триумфальному возвращению на мировую сцену. В ленте предельно подробно и совершенно без прикрас показано создание их исторического 5-го студийного альбома «Ариран». Зрители по всему миру смогли увидеть не только долгие часы изнурительных танцевальных репетиций, но и самые личные, глубоко эмоциональные моменты. Участники знаменитой группы абсолютно искренне поделились переживаниями о том, как волнительно им было снова собираться вместе в звукозаписывающей студии после столь длительного перерыва, вызванного прохождением военной службы.
Фильм буквально пропитан искренними слезами радости, тяжелыми сомнениями и тем самым невероятным трудолюбием, которое всегда отличало этих южнокорейских артистов. Эксклюзивные кадры со съемок чередуются с очень откровенными интервью, где каждый музыкант смело открывает свою душу перед объективами видеокамер. Этот уникальный проект стал поистине бесценным подарком для всего сообщества ARMY, позволив гораздо глубже понять, какую именно цену парни заплатили за свой текущий ошеломляющий коммерческий успех и новые мировые рекорды. Анонс безумного мирового тура. Не успели фанаты прийти в себя после ошеломительного релиза альбома, как их ждала очередная грандиозная новость. Группа официально объявила о старте своего нового, невероятного по масштабам мирового турне. Это грандиозное музыкальное путешествие начнется уже 9 апреля на крупнейшем стадионе в Южной Корее и продлится на протяжении всего 2026 и 2027 годов. В официально опубликованном расписании заявлено целых 79 масштабных концертов, которые охватят сразу 5 континентов. Парни планируют посетить города, в которых они никогда раньше не выступали, что вызвало настоящий экстаз у международной аудитории. Ажиотаж вокруг предстоящих выступлений оказался настолько огромным, что в день старта официальных продаж билетов ведущие мировые билетные операторы просто не справились с колоссальной нагрузкой. Серверы нескольких крупнейших сайтов рухнули в первые же минуты из-за многомиллионного наплыва желающих заполучить заветный пропуск на шоу. Эксперты музыкальной индустрии уже сейчас с уверенностью прогнозируют, что по уровню доходов и количеству проданных билетов этот мировой тур имеет все шансы побить абсолютно все существующие исторические рекорды. Парни явно намерены доказать всему земному шару, что их концертная энергетика стала еще мощнее, а визуальные эффекты и хореография достигли невероятного космического уровня, который недоступен никому другому. Индивидуальные триумфы и высокое искусство. Помимо ошеломляющих групповых достижений, участники BTS продолжают активно покорять новые вершины в своих сольных проектах и модной индустрии. В феврале знаменитый швейцарский бренд роскошных часов Hublot официально объявил золотого Макне Чингука своим новым глобальным амбассадором. Теперь невероятно популярный певец блистает на публике и в рекламных кампаниях в эксклюзивных часах, стоимость которых сопоставима с ценой роскошного спорткара. Это партнерство в очередной раз подчеркнуло его статус мировой иконы безупречного стиля. В то же время лидер группы RM совершил невероятный прорыв в совершенно иной, элитарной сфере. Знаменитый музей современного искусства в городе Сан-Франциско официально анонсировал, что осенью 2026 года проведет совершенно уникальную выставку. Впервые в истории этого престижного американского музея будет выставлена личная коллекция произведений искусства, которая принадлежит южнокорейскому айдолу. RM давно известен в кругах коллекционеров своим тонким вкусом и глубоким пониманием современной живописи и скульптуры. Экспозиция представит редчайшие работы выдающихся художников со всего мира, которые лидер группы собирал на протяжении многих лет. Эти события блестяще доказывают, что влияние участников коллектива давно вышло за привычные рамки музыкальной индустрии. Они формируют мировые тренды как в высокой моде, так и в элитарном искусстве, оставаясь непревзойденными лидерами во всем. Дипломатия на высшем уровне и просьба президента. Влияние группы BTS уже давно вышло за рамки обычного шоу-бизнеса и достигло уровня международной политики. Самая невероятная новость этой весны пришла прямиком из Латинской Америки. Президент Мексики во время своего официального публичного выступления сделал совершенно неожиданное заявление. Он серьезно и открыто обратился к правительству Южной Кореи с просьбой посодействовать в организации концертов группы на территории его государства. Политик отметил, что мексиканские фанаты ARMY являются одними из самых преданных в мире, и приезд южнокорейских айдолов станет настоящим национальным праздником. Это беспрецедентный случай, когда глава крупного государства использует свой высокий статус и дипломатические каналы ради того, чтобы привести артистов в свою страну. Политологи по всему миру активно обсуждают этот яркий феномен мягкой силы. Южнокорейская семерка буквально строит прочные мосты между континентами, заставляя политиков высшего эшелона считаться с интересами многомиллионной армии их преданных поклонников. Этот забавный инцидент лишний раз подтверждает неоспоримый факт: мировое доминирование музыкального коллектива приобрело поистине государственные масштабы. Теперь с их феноменальным культурным влиянием вынуждены считаться абсолютно все мировые лидеры, признавая их силу на глобальной политической арене. Эра BTS 2.0 и планы на будущее. Концерт в Сеуле стал не просто громким возвращением, но и официальным началом совершенно новой эпохи для группы. Стоя перед гигантской толпой преданных поклонников, J-Hope с огромной гордостью заявил в микрофон:
Эра BTS 2.0 только начинается. Эти слова мгновенно разлетелись по всем социальным сетям, став главным девизом их грандиозного камбэка. Музыкальные аналитики абсолютно уверены, что после прохождения службы артисты стали гораздо взрослее, опытнее и свободнее в своем творчестве. Теперь они не просто следуют строгим правилам корейской индустрии, а уверенно диктуют свои собственные условия всему мировому рынку. В ближайшие месяцы фанатов ARMY ждет колоссальное количество уникального контента, громкие проекты с западными звездами, запуск эксклюзивной одежды и релиз мобильной игры. Эта семерка уже давно превратилась из обычной музыкальной группы в гигантскую медийную империю, которая не собирается останавливаться на достигнутом. Их путь доказывает, что искренняя любовь к искусству и упорный труд способны разрушить любые преграды. Готовы ли вы к этой новой, еще более масштабной главе в истории легенд? Обязательно пишите свои мысли в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить.